Привет, друзья! Сейчас главные новости Европы. В Германии зафиксирован рекорд. На рынке труда более 40% занятых работают неполный день. Фридрих Мерц признает, что эта ситуация создает дополнительные сложности для экономики. А внутри правящей черно-красной коалиции ХДС-ХСС усиливается дискуссия по ключевым экономическим вопросам. Христианско-демократический союз ХДС предлагает ускорить снижение налога на бизнес. Однако партнеры по коалиции расходятся во мнениях из-за бюджетных последствий. И это еще не все. Правительство Фридриха Мерца говорит о цифровизации, но реально совершенно другая. Большинство жителей Германии до сих пор не пользуются онлайн-услугами ведомств, и такое отставание становится системным. Есть еще одна важная тема. Фермеры входят в 2026 год без ясных перспектив по доходам. Цены на их продукцию снижаются, издержки наоборот растут, и все больше хозяйств говорят о серьезных финансовых проблемах. Обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, в Германии все больше людей работают в режиме частичной занятости. И это стало новым рекордом при канцлере Фридрихе Мерце. По данным Института исследования рынка труда, доля сотрудников с частичной занятостью достигла, внимания, 40,1% всех занятых во втором квартале 2025 года, а это максимальный уровень в истории наблюдений. Частичная занятость уже не исключение, а устойчивый тренд на рынке труда. Среди сфер, где частичная занятость встречается особенно часто, эксперты называют отрасли, ориентированные на социальные услуги и торговлю. В секторе здравоохранения, социальных услуг, образования и воспитания доля людей с сокращенным графиком превышает даже 50%. В торговле, сфере услуг и розничных продажах эта доля тоже высока, более 40%. Это отражает структурные особенности этих отраслей, где гибкие графики и неполный рабочий день давно стали нормой. Экономисты подчеркивают, что высокая доля частичной занятости – это не только результат желания самих работников, а во многих случаях такая форма занятости связана с организацией самой деятельности. В социальных службах и образовательных учреждениях неполный рабочий день часто закреплен в должностных обязанностях, а в торговле и сфере услуг график подстраивается под колебания спроса. При этом такие отрасли, как наука, IT, строительство и промышленность, где требуются длительные проектные циклы и высокая квалификация, имеют заметно меньше сотрудников с частичной занятостью, там полный рабочий день остается доминирующей нормой. Следующая новость касается налоговой политики Германии. Партия Христианско-демократический союз ХДС предлагает ускорить снижение корпоративного налога для бизнеса. Однако внутри черно-красной коалиции по этому вопросу нет согласия. Фракция Христианско-демократический союз ХДС выступила с предложением перенести ускоренное снижение налога на прибыль компаний, которое, напомню, изначально запланировано на 2028 год, на более ранний срок, но при условии, что позволяют бюджетные возможности. Об этом говорится в проекте перед заседанием руководства партии. Налог на прибыль, то есть корпоративный налог, сейчас, напомню, составляет около 15%, и согласно действующим планам он должен постепенно снижаться до 10% к 2032 году. Предложение ХДС предусматривает начать снижение намного раньше, если федеральные и земельные бюджеты смогут это потянуть без угрозы долговой дисциплины. Инициатива получила поддержку со стороны союзной ХСС Христианско-социального союза, где лидер Маркус Зёдер даже выдвигал идею снизить налог уже с 1 января 2026 года, несмотря на возражение части экономистов о цене такого шага для бюджета. Канцлер Фридрих Мерц, который одновременно является, напомню, председателем ХДС, публично подтвердил готовность правительства работать над расширением мер поддержки бизнеса, включая возможное ускорение налоговых льгот. Он подчеркнул, что экономика Германии нуждается именно в четких сигналах для роста и привлечения инвестиций. Однако партнеры по правящей коалиции, в первую очередь Социал-демократическая партия Германии СДПК, относятся к этой инициативе с осторожностью. Представители Социал-демократической партии указывают, что преждевременное снижение корпоративного налога может ослабить доходы бюджета и поставить под угрозу финансирование социальных программ. Они настаивают на том, что сначала нужно реализовать уже согласованные шаги по налоговой политике, прежде чем вносить новые изменения. Экономисты и представители самого бизнеса по-разному оценивают эту инициативу. Сторонники, например, считают, что ускорение снижения налога на прибыль даст компаниям дополнительный стимул к инвестициям и созданию рабочих мест. А вот критики предупреждают, что это может увеличить дефицит бюджета и усугубить социальное неравенство.
Следующая новость касается цифровых услуг государственных ведомств. Большинство жителей, как вы знаете, Германии до сих пор не пользуются онлайн-услугами государственных ведомств. Согласно официальному опросу, внимание, 59% граждан в возрасте от 18 до 79 лет заявили, что ни разу не пользовались цифровыми услугами государства. Например, такими как подача заявления, смена адреса или заказ документов через интернет. Лишь 40% опрошенных имеют хоть какой-либо опыт онлайн-взаимодействия с ведомствами, и, внимание, только 15% смогли оформить процедуру полностью дистанционно без личного визита. Основные причины отказа от цифровых сервисов четко названы и самими гражданами. Внимание, 39% говорят, что нужные услуги вообще недоступны онлайн. 22% предпочитают личное обращение, 13% не понимают, как пользоваться цифровыми форматами, и еще 11% опасаются проблем с защитой персональных данных. Эти цифры особенно показательны на фоне того, что Германия, я напомню, уже 10 лет реализует закон об онлайн-доступе к административным услугам, из более чем 600 запланированных процедур полностью онлайн доступны менее 20%. За последний год их число увеличилось всего на 9. Канцлер Фридрих Мерц в своих заявлениях признает, что цифровизация госаппарата в Германии подвигается слишком медленно, а избыточная бюрократия остается проблемой как для граждан, так и для экономики. Сложную оценку дает и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, подчеркивая, что отставание цифровых государственных услуг ослабляет позицию Германии и всего Европейского Союза в международной конкуренции. То есть фактически сегодня цифровые государственные сервисы в Германии пока используются ограниченно. Далее еще одна тема. Фермеры Германии входят в 2026 год в сложной экономической ситуации. На традиционной выставке «Зеленая неделя» в Берлине представители сельского хозяйства говорят о серьезных экономических сложностях. Цены на ключевые продукты сельского хозяйства от свинины до зерна заметно снизились, что ухудшило финансовое положение самих хозяйств. По словам президента немецкого союза фермеров Йоахима Руквида, финансовое положение многих хозяйств существенно ухудшается из-за низких цен и высоких затрат. Цены на свинину, напомню, сейчас составляют около 1,45 евро за килограмм, что Руквид называет крайне тяжелой ситуацией для фермеров и прямо говорит, что производственные затраты зачастую выше цен, которые фермеры получают за продукцию. Цены на зерно, например, упали до уровня начала 1980-х годов, а цены на сахар и картофель тоже находятся под давлением. Фермеры отмечают растущие издержки, хотя правительство Мерца снизило акцизы на агродизель и частично компенсировало расходы на электроэнергию. Другие факторы, такие как повышение налога на СО2, о которых я вам рассказывал, и рост минимальной зарплаты до 13,9 евро в час, съедают эти преимущества и увеличивают нагрузку на бюджеты хозяйств. Президент фермерского союза Йоахим Руквид прямо указывает, что у многих не хватает оборотных средств для инвестиций и масштабные вложения откладываются, потому что нет уверенности в стабильности доходов. Фермеры также призывают потребителей изменить покупательские привычки и отдавать предпочтение именно качественным немецким продуктам в супермаркетах, подчеркивая, что низкие оптовые цены, которые наблюдаются сейчас, могут привести к долгосрочным изменениям в отрасли. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.